Всем доброго времени суток! Вы на канале Нит Соло. Меня зовут Валентина. Это канал о вязании. Здесь я делюсь своим опытом, навыками и приобретенными знаниями по поводу вязания. И сегодня я также хотела бы вам показать, каким образом можно закрыть край вязаного изделия иглой. Так можно закрыть горловину, так можно закрыть низ изделия, если вяжется изделие сверху вниз. Можно закрыть рукава. Или, например, носочки, если вяжутся носочки от мыска вверх. Если мы закрываем таким образом край изделия, край получается довольно эластичный, можно закрывать таким образом резинку 1 на 1, 2 на 2 или другую. А также можно закрывать таким образом край платочного вязания или же просто лицевой глади. В любом случае край будет эластичный, и этот край будет имитировать обычный наборный край, как будто если набираются петли на 2 спицы обычным способом. Для того, чтобы закрыть такой край иглой, я использую обычно иголку с тупым кончиком. Для того, чтобы край получался красивым, нужно запомнить одно правило. Петли, когда мы их закрываем, должны быть открыты, то есть не скрещенные. Вот таким вот образом. Здесь начинается дужка, здесь она заканчивается. Если петля выглядит вот таким вот образом, как будто восьмерка, это скрещенная петля, и это уже будет не тот эффект. Поэтому, когда мы будем закрывать петли таким образом, обязательно обращаем внимание на то, чтобы петли не были скрещенными. И нужно запомнить 3 простых движения для того, чтобы закрыть петли таким образом. Первое движение: мы вводим иглу в вторую петлю от себя. Затем, когда выведем иглу, мы вводим иглу в первую петлю к себе. И затем набрасываем вот эту нить на иглу. Сейчас я вам покажу это на практике. Значит, мы вводим сначала иглу во вторую петлю от себя. Вводим так, напоминаю, чтобы петля эта не была скрещенной. Удобно поворачиваем вязание к себе и выводим иглу к себе в первую петлю. Вот так. И третье движение: это мы набрасываем на иглу нить, которой мы сшиваем полотно. Протягиваем нить. Протянула я нить. У меня нить достаточно длинная, потому что я закрываю сейчас горловину джемпера. И для того, чтобы потом не провязывать новую ниточку, я отрезала достаточно длины нитку. Затем мне нужно сбросить вот эту первую петлю и немножко ее расправить. Подтягиваем ниточку. Для удобства мы можем первую петлю сбросить, так как одна долька уже прошита, и эта петля никуда не денется. Вот так. Немножко ее расправлю. И повторяю те же самые движения. Ввожу иглу во вторую петлю. Затем вывожу петлю к себе в первую петлю, которая сброшена. И набрасываю нить. Далее прошиваю. Опять сбрасываю петлю, долька которой уже одна прошита. Ввожу иглу во вторую петлю от себя. Затем в первую петлю к себе. И набрасываю нить на иглу. Далее прошиваю. На первый взгляд может показаться сложновато прошивать край изделия таким образом. Попробуйте просто повторить мои движения на образце сначала. Показываю еще раз. Сбрасываю петлю, одна долька которой прошита. Вот здесь я прошивала, вторая долька еще не прошита. Ввожу иглу во вторую петлю.
Затем ввожу иглу в первую петлю к себе, набрасываю нить на иглу и прошиваю. Повторяем. Сбрасываю петлю, долька которой одна прошита, ввожу иглу от себя во вторую петлю, затем к себе в первую петлю и далее набрасываю нить на иглу и прошиваю. Сбрасываем петлю, где прошита одна долька, вводим иглу во вторую петлю от себя, затем выводим в первую петлю к себе, набрасываем нить и прошиваем. И таким образом до конца. Вот так получается край изделия сверху. Вот так с лицевой стороны. Вот так он выглядит с изнаночной стороны. И он полностью имитирует наборный край обычный, как будто мы набираем петли обычным способом на 2 спицы. Край получается достаточно эластичный и красивый. На сегодня это вся информация, которую я хотела с вами поделиться. Всем всего хорошего и до новых встреч!